Вторая мировая война стала ареной не только сражений на полях, но и технологической гонки, которая изменила мир навсегда. Тайные разработки в области военной техники сыграли ключевую роль в различных событиях этого глобального конфликта. Одним из первых примеров является проект Манхэттен, который привел к созданию атомной бомбы. Разработка началась в 1942 году, и лишь через несколько лет, в 1945, два города Японии, Хиросима и Нагасаки, стали мишенями для самых мощных оружий, когда-либо созданных человеком. Это окончательно изменило ход войны и поставило под сомнение существование целых наций. Не менее значимой была работа над ракетными технологиями. К началу войны нацистская Германия провела множество испытаний ракет Фау, которые стали первыми в мире крылатыми ракетами. Эти устройства использовались для бомбардировок британских городов, а также для разрушения важных военных объектов. Разработка таких ракет продемонстрировала, насколько важными в будущем станут технологии дальнего действия и предвосхитила эру космических исследований. Тем не менее, не только Германия работала над новыми технологиями. Союзники также активно развивали свои проекты. Самолеты, такие как «Летучая крепость», бомбардировщик Боинга Б-17, стали символом американской военной мощи. Этот самолет оказался невероятно эффективным в ходе воздушных операций, что позволило союзникам контролировать небо над Европой. Применение новых технологий, таких как радары и системы связи, обеспечивало преимущества, которые ранее казались недостижимыми. Важным элементом войны стали и танки. Разработка танков, таких как Т-34 и Шерман, сыграла решающую роль в сражениях на Восточном фронте. Эти машины были снабжены мощными пушками и броней, что позволило им эффективно противостоять немецким силам. В результате битвы под Сталинградом, где Т-34 продемонстрировал свои невероятные возможности, началось обратное движение в войне. Аналогично, работы над подводными лодками, такими как немецкий U-Boat, изменили морские сражения. Эти корабли смогли атаковать союзные конвои, нанося серьезный ущерб поставкам. Однако союзники не оставались в стороне и разработали методы борьбы с подводными лодками, такие как глубинные бомбы и противолодочные корабли. Весь этот технологический прогресс и тайные разработки оказали решающее влияние на ход войны, меняя тактики и стратегии сражений. Эти новшества не только определили судьбы миллионов людей, но и закладывали основы для будущих конфликтов. А в следующей главе мы подробнее рассмотрим мифы и реальность, связанные с танками, которые в то время стали настоящими символами силы и мощи. Танки Второй мировой войны стали настоящими символами мощи и разрушения, однако многие мифы о них не соответствуют действительности. В то время как они воспринимались как непробиваемые машины, на самом деле их создание и использование были полны неожиданных поворотов и сложных решений. Необходимо вспомнить, что в начале войны танки были весьма уязвимыми и часто не соответствовали современным требованиям. Одним из самых известных танков той эпохи стал советский Т-34. Он был создан в 1934 году и быстро завоевал репутацию благодаря своему сочетанию маневренности и огневой мощи. С толстой броней и 76 миллиметровой пушкой Т-34 стал настоящим кошмаром для немецких войск. Однако, несмотря на свою популярность, Т-34 поначалу страдал от проблем с качеством сборки и механизмами, что порой приводило к сбоям в бою. С другой стороны, американский танк Шерман также оказался в центре мифов и реалий. В то время как Шерман был удобен в производстве и достаточно надежен, его броня и огневая мощь часто подвергались критике. Важно отметить, что, несмотря на недостатки, Шерман играл ключевую роль в успехах союзников в Европе. Его массовое производство позволяло скомпенсировать потери, а благодаря гибкости конструкции его модификации могли использоваться в различных тактических ситуациях. Некоторые утверждают, что немецкие танки, такие как «Тигр» и «Пантера», были непобедимы благодаря своей мощной броне и тяжелому вооружению. Однако, несмотря на свою мощь, они страдали от сложностей с производством и техническими неполадками. Немецкие танки часто были слишком тяжелые и медлительные, что делало их уязвимыми для более маневренных противников. В результате на полях сражений, такие как под Курском, где танки обеих сторон столкнулись в одном из самых больших танковых сражений в истории, эффективность техники часто зависела не только от ее характеристик, но и от тактики, применяемой командованием. Также стоит отметить, что многие танковые сражения происходили в условиях сложности и хаоса. Все эти машины обладали своими сильными и слабыми сторонами, которые определяли исход сражений. При этом использование тактики окружения и атаки с флангов, а также внедрение противотанковых средств, таких как противотанковые орудия и самоходные установки, внесли свою лепту в конфликт. Так, несмотря на мифы о непобедимости отдельных моделей танков, реальность была иной. На полях сражений успех часто зависел от командного искусства и способности адаптироваться к меняющимся условиям. Танки Второй мировой стали не только образцом инженерной мысли, но и полем битвы для тактических идей, что в свою очередь привело к формированию новых военных доктрин. И хотя каждый танк имел свои особенности, важно понимать, что их взаимодействие на поле боя стало решающим фактором в ходе войны. В
В следующей главе мы погрузимся в мир загадочных устройств, шифровальных машин и их значимость в достижении победы, которые, в свою очередь, оказались не менее важными в этой великой битве. Шифровальные машины, такие как Enigma и Лоренц, стали неотъемлемой частью Второй мировой войны, определяя исход множества операций и сражений. Эти устройства использовались для создания и расшифровки зашифрованных сообщений, что позволяло странам скрывать свои планы и намерения. Нацистская Германия в начале войны сильно полагалась на шифровальную машину Enigma, которая позволяла создавать многослойные шифры, казавшиеся практически неразрешимыми. Однако, несмотря на кажущуюся надежность этой технологии, союзники начали активно работать над ее взломом. Во время своего времени в Блэчли-парке группа выдающихся математиков и криптографов, включая Алана Тьюринга, разработала методы для дешифровки сообщений, закодированных на Enigma. Это стало возможным благодаря тщательному анализу шифров и большого количества перехваченных сообщений. Информация, полученная от союзников, сыграла ключевую роль в таких крупных операциях, как высадка в Нормандии в 1944 году. Не зная о том, что их коды были взломаны, нацисты продолжали отправлять важные сообщения, что в конечном итоге обернулось катастрофой для их войск. Ключевым моментом в этой гонке технологий стало использование шифровальной машины Лоренц, которая использовалась для передачи высокоприоритетных сообщений среди высших командиров нацистской армии. Эта машина использовала более сложную систему шифрования, чем Enigma, и считалась значительно безопаснее. Тем не менее, вскоре после старта работ над ее шифрами союзники начали исследовать и этот код. Успешное расшифровывание сообщений, отправленных с помощью Лоренц, позволило союзникам узнать о планах немцев, что в свою очередь дало им преимущество в ряде ключевых сражений. Не менее интересным является и тот факт, что шифровальные машины повлияли на развитие вычислительной техники. Исследования и эксперименты, проведенные в Блэчли-парке, стали основой для создания первых компьютеров. Результаты работы Тьюринга и его команды дали толчок к дальнейшему развитию технологий, которые впоследствии стали основой для современного программирования и компьютерной безопасности. Важную роль в войне также играли пленные, которые были вовлечены в процесс шифрования и дешифрования. Многие из них, оказавшись в союзных лагерях, стали важными источниками информации о методах шифрования противника. Эта информация помогала понять, как Enigma и Лоренц функционировали и как можно было использовать их уязвимости. Таким образом, шифровальные машины стали не просто инструментами для кодирования сообщений, но и орудием войны, которое могло изменить ход событий. Благодаря их расшифровке союзники смогли разрабатывать более эффективные стратегии, спасая жизни и обеспечивая победы на полях сражений. В следующей главе мы рассмотрим тайные эксперименты с оружием, о которых долгое время не говорили, а их результаты оказали значительное влияние на ход войны и ее технологическое наследие. В мире Второй мировой войны тайные эксперименты с оружием оставили глубокий след, о котором до сих пор знают не все. Одним из самых загадочных проектов стал Тайфун, разработанный в нацистской Германии. Этот эксперимент заключался в создании особого типа химического оружия, основанного на новейших технологиях. Исследователи стремились создать высокоэффективное отравляющее вещество, которое могло бы поразить противника на большом расстоянии. Однако, несмотря на многообещающие результаты, проект столкнулся с серьезными проблемами. Непредсказуемость реакции на атмосферные условия и сложность в производстве не позволили полностью реализовать этот замысел. В то время как Германия работала над химическим оружием, США провели секретную программу под названием «Суперсолдат». Цель заключалась в создании идеального солдата, использующего генетические технологии. Исследования сосредоточились на улучшении физической выносливости и умений, а также на использовании стероидов и других препаратов, которые должны были повысить боевую эффективность. Проект оставил множество вопросов, и его результаты не были задокументированы, но слухи о суперсолдатах продолжали существовать и после войны. Также стоит упомянуть эксперимент «Морская собака», который проводился в Советском Союзе. Исследователи пытались создать подводные лодки, способные управляться дистанционно. Эти разработки были нацелены на создание новых тактических возможностей. Однако по мере ухудшения технологий и проблем с финансированием проект был заморожен, и его результаты остались в тени. В это же время в Японии осуществлялся проект «Камикадзе», который предполагал использование самолетов как оружие массового поражения. Пилоты-смертники, обретая статус героев, добровольно шли на смерть, сбрасывая бомбы на американские корабли. Хотя этот подход был весьма спорным, он показал, как крайние меры могут стать частью стратегии в условиях войны. Не менее интересным стал проект «Слепой кинжал», разработанный в Великобритании. Это было экспериментальное оружие, которое использовало ультразвук для обнаружения подводных лодок. Изучая звуковые волны, ученые пытались создать эффективные методы противодействия немецким подводным лодкам. Однако технология не была доведена до конца, и опыт так и остался нереализованным. Также в Соединенных Штатах велись работы над проектом «Летающая тарелка».
Ученые стремились создать летательное устройство, которое могло бы взлетать вертикально и перемещаться на большие расстояния. Несмотря на множество испытаний, проект не увенчался успехом и вскоре был закрыт. Тайные эксперименты Второй мировой войны показывают, что война не только определялась сражениями, но и научными прорывами, многие из которых остались в тайне. Эти разработки не только изменили стратегию военных действий, но и задали направление для будущих научных изысканий. Следующий шаг в нашем исследовании откроет перед нами мир подводных лодок, которые стали элементом тайных операций, способных изменить ход событий на морских просторах. Подводные лодки сыграли решающую роль в ходе Второй мировой войны, став важным инструментом морских операций. Немецкие U-Boat стали настоящим кошмаром для союзных торговых конвоев, нанося серьезный ущерб поставкам. Они использовали тактику подводной войны, нанося молниеносные удары по кораблям противника, прежде чем исчезать под водой. Эта тактика позволила Германии временно завладеть морскими путями, что дало возможность атаковать союзников в самые критичные моменты. В ответ на угрозу со стороны подводных лодок союзники начали разрабатывать новые методы защиты и противодействия. В 1942 году была введена в действие программа «Конвой», где несколько кораблей объединялись в группы для защиты от атак подводных лодок. Эффективность этой программы была заметна. Корабли, путешествующие в конвое, имели гораздо больше шансов на выживание. Союзники также начали использовать новые технологии, такие как глубинные бомбы и противолодочные корабли. Например, британские корабли «Ривер» и «Фрэнклин» были специально разработаны для борьбы с подводными лодками и оснащены новейшими радарными системами, что позволяло обнаруживать подводные лодки на большом расстоянии. Эти действия значительно снизили численность уничтоженных конвоев и помогли защитить морские пути. Тем не менее, не только союзники использовали подводные лодки. Японские подводные лодки также стали частью их стратегии, нанося удары по американским кораблям в Тихом океане. Они атаковали военно-морские базы и транспортные суда, что создавало значительные проблемы для американцев. Одним из наиболее известных инцидентов стало нападение японской подводной лодки на американский авианосец «Лексингтон» в 1942 году, что привело к значительным потерям для американского флота. Не менее интересным является тот факт, что подводные лодки не только использовались для атак. Они также были важными транспортными средствами, перевозившими разведывательные группы и снабжение в тыл врага. Одной из таких операций стала операция «Х», когда британская подводная лодка «Скотт» доставила команду в тыл немецким войскам для сбора информации. Эти операции требовали высокой степени секретности и точности, и многие из них завершались успехом, благодаря смелости и решительности моряков. Важным элементом подводной войны стали и технологии. Подводные лодки начали оснащаться современными навигационными системами, которые позволяли им более точно выполнять задачи. Обновление конструкций и улучшение механизмов обеспечивали большую маневренность и скрытность, что давало им стратегическое преимущество. В это время также развивались технологии электрических и дизельных подводных лодок, что стало основой для будущих военно-морских операций. Однако подводная война не обходилась и без потерь. Множество подводных лодок было потеряно в бою, так как враг также адаптировался к новым угрозам. В ответ на эффективные действия противников, многие подводные лодки были уничтожены союзными силами, что стало частью постоянной борьбы за морское превосходство. Подводные лодки Второй мировой войны продемонстрировали, как морская война может быть не только стратегической, но и тактической. Их использование изменило представление о морской борьбе, формируя новые подходы к проведению операций на море. Следующий шаг в нашем исследовании откроет перед нами мир шпионов и их влияние на ход войны, показывая, как неожиданность и креативность стали важными элементами стратегии. Шпионы Второй мировой войны играли ключевую роль в успехах и неудачах сторон. Неожиданность и креативность становились мощными инструментами в руках тех, кто вел тайные операции. В это время, когда информация была на вес золота, каждая деталь могла изменить ход сражений и определить судьбы стран. Одним из наиболее известных примеров является работа британской разведки, особенно отдела под названием «Специальные операции». Этот отдел занимался саботажем и шпионской деятельностью на территории оккупированных стран. Их операции часто проходили в тени, но последствия были значительными. Одной из самых ярких операций была операция «Джеронимо», когда группа шпионов была отправлена в Норвегию для разрушения важного завода по производству тяжелой воды. Этот материал был необходим немцам для создания атомной бомбы. Сложность операции заключалась в том, что завод находился под охраной немецких войск. Тем не менее, шпионы смогли успешно выполнить задачу, взорвав завод и тем самым значительно замедлив разработку ядерного оружия в нацистской Германии. Еще одной знаменитой шпионской операцией стала операция «Мина», в рамках которой союзники использовали дезинформацию, чтобы ввести врага в заблуждение.
С помощью поддельных документов и фальшивых операций они создали иллюзию, что основное нападение произойдет в одном месте, в то время как настоящая высадка планировалась в другом. Такой подход позволил союзникам успешно высадиться в Нормандии в 1944 году, что стало одним из поворотных моментов войны. Существует также множество примеров успешной работы советских разведчиков. Одним из таких героев стал Рихард Зорге, который работал в Японии и добывал ценные сведения о планах японцев и немцев. Его информация о нападении на Советский Союз позволила подготовиться к атаке, что сыграло важную роль в успешной защите страны. Зорге был арестован и казнен, но его вклад в победу был неоценим. Не стоит забывать и о роли женщин в шпионской деятельности. Одной из самых известных шпионок была Мата Хари, хотя ее активность пришлась на Первую мировую войну. Тем не менее, многие женщины продолжали служить в разведке и в ходе Второй мировой войны. Они использовали свои навыки общения и обаяния, чтобы добывать информацию и передавать ее союзникам. В некоторых случаях шпионки организовывали целые сети для сбора данных, что делало их незаменимыми. Шпионские операции также включали в себя использование новых технологий. В это время начались разработки радиосвязи, которая позволяла шпионам обмениваться информацией скрытно и быстро. Специальные устройства использовались для передачи сообщений, и даже самые критические сведения могли быть переданы в считанные секунды. Это существенно увеличивало эффективность операций и давало значительное преимущество. Важным элементом шпионской деятельности было использование двойных агентов, которые работали на обе стороны. Эти шпионские игры создавали путаницу и дезориентировали противника. Например, известный двойной агент Ким Филби передавал информацию как советским, так и британским разведкам, что создавало дополнительные сложности в планировании операций. Таким образом, шпионы Второй мировой войны продемонстрировали, как информация и неожиданные ходы могут оказать решающее влияние на ход войны. Их способность адаптироваться и использовать нестандартные методы стала важным фактором в успешных операциях, что, в свою очередь, изменило ход событий на фронтах. В следующей главе мы погрузимся в повседневную жизнь солдат, чтобы понять, как военная техника и технологии повлияли на быт каждого из них. Вторая мировая война существенно изменила повседневную жизнь солдат, и военная техника сыграла в этом важную роль. На полях сражений и в тылу техника стала неотъемлемой частью быта военных, значительно облегчая выполнение задач и меняя привычные условия жизни. Например, внедрение механизированного транспорта, такого как грузовики и бронетранспортеры, сделало возможным быстрое перемещение войск и материалов. Это позволило значительно ускорить логистику и повысить уровень мобильности на фронте. Солдаты больше не были вынуждены передвигаться пешком на большие расстояния, что облегчало выполнение приказов и обеспечивало более эффективное использование ресурсов. Военные грузовики, такие как Dodge и GMC, стали основными средствами транспортировки, позволяя доставлять продовольствие, боеприпасы и медицинское оборудование в самые удаленные районы фронта. Это особенно стало заметно во время таких операций, как высадка в Нормандии, где быстрая доставка снабжения была критически важна для успеха операции. Улучшения в области радиосвязи также изменили быт солдат. Новые системы связи, такие как радиостанции СР-300, позволяли вести связь с командованием и обмениваться информацией на поле боя. Это обеспечивало большую координацию действий и способствовало быстрому реагированию на быстро меняющиеся условия. Благодаря радиосвязи команды могли более эффективно взаимодействовать друг с другом, что повышало шансы на успех операций. На фронте также начали использовать мобильные медицинские технологии. Полевая медицина сделала огромный шаг вперед благодаря разработке новых медицинских инструментов и технологий, таких как переносные рентгеновские аппараты. Это позволяло врачам быстро диагностировать ранения и проводить необходимые процедуры. Кроме того, использование эвакуационных машин обеспечивало быструю доставку раненых в госпитали, что значительно увеличивало шансы на выживание. Техника также изменила условия жизни в окопах и лагерях. Появление портативных обогревателей и генераторов сделало жизнь солдат более комфортной, особенно в холодные зимние месяцы. К тому же, использование полевых кухонь позволяло готовить горячую пищу непосредственно на фронте. Это обеспечивало солдатам необходимые калории и способствовало поддержанию боевого духа. Важным моментом стали и изменения в одежде. В связи с необходимостью работы в сложных условиях было разработано новое обмундирование, в том числе водонепроницаемые куртки и ботинки. Эти новые элементы униформы обеспечивали защиту от неблагоприятных погодных условий и повышали комфорт солдат во время выполнения задач. Техника также исполнила значимую роль в подготовке солдат. Новые тренажеры и симуляторы позволяли военнослужащим отрабатывать навыки обращения с оружием и техникой, что способствовало повышению их боевой подготовки. Эти новшества стали особенно важными в условиях войны, когда каждая ошибка могла стоить жизни. Таким образом, техника не только изменила способ ведения боевых действий, но и оказала значительное влияние на повседневную жизнь солдат. Улучшение условий, повышение мобильности и надежности снабжения стали критически важными для успеха военных операций.
Эти изменения история запомнит как важные шаги к улучшению жизни на фронте. В следующей главе мы откроем удивительные факты о военной технике, которые до сих пор остаются в тени, и исследуем, какие сюрпризы скрывают военные разработки. Военная техника Второй мировой войны скрывала множество интересных фактов и сюрпризов, которые до сих пор вызывают удивление и интерес. Одним из таких фактов является использование живой силы в качестве поставщиков информации для военной техники. Например, некоторые танки, такие как советский Т-34, имели сложные системы управления, которые требовали не только инженерной мысли, но и применения знаний самих солдат. В процессе боевых действий многие танкисты отмечали, что их интуиция и опыт на поле боя помогали оптимизировать работу механизмов, что подчеркивало важность человеческого фактора в работе техники. Не менее удивительным оказалось то, как технологии изменяли не только ведение боевых действий, но и подходы к производству оружия. В Соединенных Штатах была разработана концепция мобильной фабрики, которая позволяла производить боеприпасы и запчасти прямо на передовой. Эти фабрики, оснащенные необходимым оборудованием, могли обеспечить войска всем необходимым, что значительно сокращало время на снабжение. Такой подход помогал поддерживать боеспособность армии даже в самых сложных условиях. Загадочные факты также касаются авиации. Например, бомбардировщики «Ланкастер» использовали уникальные технологии. Их мощные двигатели и возможность нести значительный груз делали их настоящими гигантами неба. Но мало кто знает, что для повышения эффективности этих самолетов были разработаны специальные бомбы, включая бомбы благодатные. Эти бомбы, упав на вражеские позиции, создавали эффект огромного взрыва, поднимая в воздух облака пыли и обломков, что дезориентировало противника и позволяло союзным войскам продвигаться. Неизвестные факты о подводных лодках также заслуживают внимания. Например, немецкие U-Boat были не только оружием, но и шедеврами инженерного искусства. Многие из них были оборудованы подводными торпедами, которые могли поражать корабли на значительном расстоянии. Более того, некоторые подводные лодки имели специальные устройства для подводной стрельбы, что позволяло им атаковать противника, оставаясь незамеченными. Среди менее известных фактов стоит выделить проект по разработке летающих танков, который проводился как в нацистской Германии, так и в союзниках. Эти необычные машины должны были сочетать в себе функции танка и летательного аппарата, что давало возможность атаковать врага не только с земли, но и с воздуха. Хотя эти разработки не привели к созданию боеспособных единиц, они стали основой для будущих исследований в области военной техники. Технологии связи также претерпели значительные изменения во время войны. Один из фактов касается использования радиопередатчиков, которые обеспечивали связь между различными подразделениями. Секретные каналы связи позволяли передавать важные сообщения в условиях боевых действий, что часто определяло исход столкновений. Одним из примеров является применение радиопередатчиков для координации атак в ходе высадки в Нормандии, где каждая секунда имела значение. Кроме того, интересным фактом является то, что многие танки и бронемашины использовали инновационные методы маскировки. Например, некоторые военные машины окрашивались специальными цветами и узорами, которые позволяли им сливаться с окружением, что давало возможность избежать обнаружения. Таким образом, военная техника Второй мировой войны скрывает множество неожиданных фактов, которые подчеркивают ее многообразие и влияние на ход событий. Эти технологии и разработки стали важными составляющими успеха и поражения, внося свой вклад в историю этой глобальной конфликта. В следующей главе мы исследуем, как наследие Второй мировой войны повлияло на будущие технологии и военные стратегии, оставив след в истории. Влияние Второй мировой войны на будущее технологий и военной стратегии стало мощным двигателем прогресса. После окончания конфликта многие разработки и идеи, созданные в это время, были адаптированы и использованы в мирное время, а некоторые из них стали основой для новейших технологий. Одним из первых примеров является развитие ракетной технологии. Научные исследования, начатые в нацистской Германии, в частности работы Вернера фон Брауна, привели к созданию ракет, которые позже легли в основу космической программы США. После войны многие немецкие ученые были переведены в Америку, где они продолжили свои исследования, что в результате привело к запуску первого спутника и в конечном итоге к высадке человека на Луну. Применение новых материалов и технологий также изменило облик оборонной промышленности. Во время войны произошел прорыв в производстве легких и прочных сплавов, что дало возможность создавать более эффективные самолеты и бронетехнику. После войны эти разработки были адаптированы для гражданского производства, что сказалось на авиации и автомобилестроении. Например, использование алюминия и композитных материалов в гражданских самолетах позволило снизить вес и улучшить характеристики, что сделало полеты более доступными. Не менее значительное влияние оказали разработки в области электроники и вычислительной техники. Во время войны начались эксперименты с первыми компьютерами, такими как Колос и Enigma, которые использовались для шифрования и дешифрования сообщений. Эти устройства стали основой для создания современных компьютеров. В послевоенные годы вычислительная техника начала внедряться в различные сферы жизни, включая бизнес, медицину и науку.
Кроме того, работа, проведенная в Блэчли-парке по расшифровке сообщений, способствовала развитию криптографии, что стало важным аспектом безопасности информации в современном мире. Развитие медицинских технологий также стало результатом военных усилий. Во время Второй мировой войны была сделана значительная работа в области полевой медицины, что привело к созданию новых методов оказания первой помощи и разработке современных медицинских инструментов. Эти innovations, такие как использование антибактериальных средств и новых методов хирургии, значительно повысили уровень медицинского обслуживания и спасли множество жизней. После войны эти методы были адаптированы для мирного времени, что улучшило качество медицинских услуг по всему миру. В области транспортировки также произошли изменения. Грузовые автомобили и бронетранспортеры, разработанные для войны, стали основными элементами гражданской логистики. В послевоенные годы они начали активно использоваться для снабжения и доставки товаров, что способствовало развитию торговли и экономики. Кроме того, военные технологии, такие как GPS и радионавигация, начали внедряться в гражданские сферы, что изменило подходы к навигации и логистике. Влияние Второй мировой войны не обошло стороной и область связи. Разработка радиосистем и методов шифрования во время войны привела к тому, что после конфликта связи стали более безопасными и надежными. Эти технологии заложили основу для современного интернета и мобильной связи, изменив способы общения и передачи информации на планете. Таким образом, наследие Второй мировой войны кардинально изменило технологии, оставив след в истории. Многие из идей и разработок, созданных в этот период, легли в основу новых отраслей и направлений, формируя будущее технологий и ведения войны в мирное время. В следующей главе мы рассмотрим, какие уроки мы можем извлечь из загадок Второй мировой войны и как они могут помочь нам избежать подобных конфликтов в будущем. Вторая мировая война стала не только ареной вооруженных конфликтов, но и источником многочисленных уроков, которые до сих пор остаются актуальными. Загадки этого глобального конфликта, включая тайные разработки, необычные шпионские операции и неожиданные повороты событий, открыли глаза на важность стратегии, технологий и человеческого фактора в ведении войны. Это был период, когда каждая мелочь могла сыграть решающую роль, и каждая ошибка могла обернуться катастрофой. Один из самых ярких уроков заключается в том, как значительную роль играла информация. Разведка и шпионаж стали действительными инструментами, которые могли изменить исход сражений. Например, успешная расшифровка сообщений с помощью шифровальных машин, таких как Enigma, позволила союзникам предвосхитить действия нацистов. Чем больше союзники понимали о планах противника, тем более эффективно они могли реагировать на угрозы. Это демонстрирует, что информация быстро становится ключевым ресурсом, способным влиять на военные операции. Еще одним важным аспектом является значение технологии. Разработка новых видов вооружения и техники, таких как танки, самолеты и подводные лодки, определила не только ход сражений, но и будущее военного дела. Проект «Манхэттен», приведший к созданию атомной бомбы, открыл новую эру в ведении войн и поставил под сомнение традиционные представления о конфликте. Урок, который мы можем извлечь из этого, заключается в том, что технологии, которые развиваются во время войны, могут изменить не только само ведение боевых действий, но и глобальную политическую обстановку. Не менее важным является и осознание того, как эффективность ведения войны зависит от адаптивности командования. Тактики и стратегии, используемые во время Второй мировой войны, продолжили эволюционировать в ответ на меняющиеся условия. Успех союзников так и высадки в Нормандии в 1944 году стал возможен благодаря тщательной подготовке и дезинформации, которые ввели врага в заблуждение. Это наглядный пример того, как креативность и планирование могут привести к успешному исходу, даже когда противник кажется значительно сильнее. Кроме того, наглядно проявилась значимость человеческого фактора. Если технологии предоставляли инструменты, то именно люди использовали их в бою. Солдаты, их подготовка и моральный дух оказались решающими. Многие из них проявили невероятное мужество и изобретательность, что помогло преодолеть сложные условия. Урок здесь заключается в том, что на поле боя даже самые современные технологии не могут заменить решимость и смекалку людей. Не стоит забывать и о том, как Вторая мировая война продемонстрировала важность международного сотрудничества. Союзы между различными странами, которые казались несовместимыми до войны, помогли достичь общей цели – победы над фашизмом. Урок, который мы можем извлечь из этого, состоит в том, что объединение ресурсов и усилий может привести к значительным результатам. В заключение, уроки Второй мировой войны учат нас о важности информации, технологии, адаптивности, человеческого фактора и международного сотрудничества. Эти знания остаются актуальными и сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Осознание этих уроков может помочь нам избежать ошибок прошлого и строить более безопасное будущее.